Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусный хлопковый кето-чизкейк. Хлопковый кето-чизкейк — это невероятно нежный и пористый десерт, который понравится всем, кто любит сочетание творожного сыра и сливочной основы в одном изделии, но при этом не употребляет сахар, глютен и любые быстрые углеводы, вызывающие скачок глюкозы в крови с последующей инсулиновой реакцией. Процесс приготовления очень простой, ведь по данному рецепту даже не потребуется песочная основа. Сам же хлопковый чизкейк приятно удивит своей воздушной, как облако, текстурой. Более подробное описание рецепта, также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. В стеклянную чашу, установленную на паровой бане с творожным сыром, добавляю сливочное масло и сливки. На противень вливаю 1 литр воды, убираю противень с водой в духовку на нижний уровень. Как только вода закипела, а масло растаяло, начинаю периодически помешивать сливочную массу. Сливочно-творожная смесь разжижилась, активно начинаю вымешивать ее ручным венчиком, чтобы крупинки творожного сыра разошлись и получилась однородная сливочно-творожная основа. Снимаю чашу с паровой бани, в белки добавляю цедру лимона и эритритол. Взбиваю на высоких оборотах миксера до устойчивой плотной меренги. Вот такая пышная меренга, которая стабильно держится на лопастях миксера, у меня получилась. В теплую сливочную творожную смесь добавляю желтки. Интенсивно перемешиваю, чтобы желтки полностью соединились в общей сливочной массе. В сливочную смесь добавляю всю взбитую меренгу. Осторожными движениями сверху вниз вымешиваю обе смеси до получения единого сливочно-яичного суфле. Вот такое сливочно-яичное суфле получилось. В разъемную форму, предварительно выстеленной пекарской бумагой по дну и бортам, переливаю все суфле. Убираю форму в разогретую до 150 градусов духовку в режиме вверх-вниз на 1 час. Затем выключаю духовку и даю постоять еще 10 минут. Осторожно извлекаю кольцо и пергаментной лентой от горячего чизкейка. В таком виде оставляю остывать на 30 минут при комнатной температуре. Далее сверху устанавливаю плоское основание и переворачиваю чизкейк, отделяя от него дно формы. Затем возвращаю чизкейк в исходное положение. Ну а если вы сомневаетесь, рекомендую отделять чизкейк от дна формы после полного охлаждения в холодильнике. Хлопковый кето-чизкейк – это невероятно нежный и вкусный сливочно-творожный десерт, который имеет необычную хлопковую текстуру, благодаря обильному присутствию в его составе плотно взбитой меренги. Хлопковый кето-чизкейк – это настолько вкусный десерт, что ничем не уступает традиционным хлопковым чизкейкам. А благодаря тому, что чизкейк не содержит сахар и глютен, он отлично подходит для людей с плохой толерантностью к инсулину, а также кто следит за сахаром в крови, либо кто худеет и не хочет набирать лишний вес. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.